Здравствуйте, львы! Сегодняшний таро-прогноз делаем для вашего знака зодиака на 4 недели месяца сентября. Посмотрим, какими они для вас будут в основных чертах, может быть, в основных каких-то событиях. Что интересного произойдет у наших львов? Огненная стихия, огненный знак зодиака в сентябре месяце. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз. Я надеюсь, большинству из вас это видео подойдет, окажется полезным. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы. Я постараюсь вам на ваши сообщения ответить. Также не забудьте подписаться на мой YouTube-канал и поделиться этим видео с знакомыми львами, если вы считаете, что им этот расклад подходит. Хотя, опять-таки, узнать, подходит или нет, наверное, можно будет только ближе к середине месяца, чтобы уже проанализировать прошедшие события. Но давайте посмотрим. В любом случае интересно, что же ожидает наших львов в сентябре месяце. Что интересного произойдет у представителей знака Лев. Итак, давайте начнем. Сейчас я возьму основную колоду и начнем с основной колоды. Сентябрь месяц для львов. Первая неделя. Итак. Вторая неделя. Третья неделя. Четвертая неделя. Давайте возьмем еще одну колоду, посмотрим, что на ней для львов. Первая неделя. Вторая неделя. Третья неделя. И четвертая неделя. Что здесь у нас есть? Первая неделя, которая у вас, соответственно, здесь характеризуется такими картами, как королева пентаклей и туз жезлов, показывает, что вы настроены весьма и весьма решительно. Возможно, у вас будут какие-то новые начинания, касающиеся работы, зарабатывания денег, потому что она такая, это королева пентаклей, умеющая идти к своей цели. Она очень трудолюбивая, она очень работоспособная, она очень мудрая и правильно умеет распоряжаться теми средствами, которые зарабатывает. Вместе с тузом жезлов, собственно, да, чуть не сказала пентаклей, с тузом жезлов, который здесь есть, в принципе, речь идет о том, что вы готовы даже к каким-то новым начинаниям, может быть, новые инвестиции, вложения, да, денежные в какие-нибудь стартапы, может быть, вы здесь какие-то перемены осуществляете, касающиеся ваших денег или касающиеся вашего способа зарабатывания денег. В целом реализуете все ваши возможности, касающиеся, опять-таки, финансов, и вы полны сил, потому что чувствуете эту финансовую опору, поддержку и финансовую стабильность. Могут быть какие-то перемены или начинания, связанные с человеком земного знака. Это девы, тельцы или козероги. Следующая неделя у вас вторая неделя. Здесь вместе с двойкой кубков и девяткой жезлов показывает, возможно, какую-то небольшую дистанцию, связанную с вашей второй половинкой или какими-то парными отношениями в вашей жизни, потому что девятка жезлов, она показывает такое желание отгородиться, как будто бы отстраниться на некоторое время, проявить небольшую прохладность, потому что, возможно, вы чересчур сильно здесь устаете на второй неделе, вы здесь перегружены, вы здесь измождены какими-то делами, какой-то работой, но тем не менее спокойно стараетесь выполнять начатое, доводить до конца, с таким упрямством, с настойчивостью идете к своей цели. Возможно, проявляете упрямство в общении с кем-то, да, из ваших друзей или вашей второй половинкой, то есть в ваших отношениях, или сталкиваетесь с упрямством там в общении с вашими детьми, то есть они, может быть, проявляют такое желание как-то отгородиться от вас или что-то вам не говорить, а вот, может быть, поэтому здесь девятка жезла выпадает.
Также вы можете здесь быть в ситуации, где кто-то посягает на ваши там отношения, взаимоотношения с кем-то, а вы стараетесь их защитить, то есть отгородить, выгородить этого человека. Следующая у вас карта дьявола с тузом кубков, карта туз кубков, радостные какие-то события, скорее всего, но здесь они перемежаются с картой дьявола. И если мы говорим о краткосрочной перспективе, если вы чего-то хотите здесь достичь, то, скорее всего, вам это удается вместе с тузом кубков, потому что для вас это какие-то хорошие, радостные события, которые переполняют вас эмоционально, чувственно. И вместе с тузом кубков, вместе с картой дьявол, это что-то, что вы, знаете, как будто вы хотите получить. Это может потешить ваше там тщеславие, это что-то, чего вы жаждете, чего хотите, собственно, вы можете это здесь заполучить. У кого-то здесь может быть, кто одинокий, может быть, отношения, новые отношения, зарождающиеся, прилив этой страсти по дьяволу, возможность кому-то сильно привязаться. Поэтому карта дьявола здесь. Кстати, карта еще и Козерога. Может говорить про общение с Козерогом. Следующая карта у вас на 4-й неделе. Это 10 жезлов с 5 пентаклей. Возможно, говорит о перегруженности работой, какими-то делами. По 10 жезлов, в принципе, вы здесь можете чувствовать, что прямо очень много на себя навалили, каких-то взвалили дел. И дается вам это достаточно непросто. Возможно, даже чувствуете себя немножечко как в изгнании от вашего привычного круга общения, как будто бы вы здесь их сторонитесь, там, может быть, ваших друзей не хватает времени, не хватает ресурсов, там, финансов или еще чего-то, не знаю, но вот как будто бы не до этого общения. Здесь вы заняты какими-то делами, заняты работой, либо перегружены какими-то материальными проблемами, которые на вас наваливаются, и, соответственно, из-за этого много переживаете, стараетесь решительно их решить, справиться с ними. Возможно, здесь не договариваете своим близким о том, что вас беспокоит, хотя вас может беспокоить какая-то ситуация или какие-то неприятности, которые происходят в вашей жизни. Они не обязательно касаются денег, но в целом вот этой неуверенности в завтрашнем дне, какой-то неуверенности и невезения, возможно, которая здесь вокруг вас имеется. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для представителей знака Лев на сентябрь месяц мы завершаем. Всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.